вами доктор Кострик, и мы снова на медицинском канале. Чтобы узнать больше о здоровье, о разных болезнях и способах их лечения, а также получить информацию о профилактике и поддержании здоровья. Сегодня речь пойдет о диете для печени, правилах питания при поражении печени. Диета для печени используется для поддержки функционирования этого органа. Общеизвестно, что алкоголь наносит большой вред печени, но это не единственная причина заболеваний. Рацион, богатый жирными и трудноусвояемыми продуктами, быстрое употребление пищи, нагрузка на пищеварительную систему большими порциями, частый прием лекарств – все это перегружает печень, которая, как ни странно, выполняет в организме ряд важных функций. Печень играет очень важную роль в организме человека и является одним из важнейших органов. Этот орган участвует во многих обменных процессах и необходим для правильного функционирования организма человека. К важнейшим функциям печени относятся следующие. Очищение организма через печень. Печень – это орган, который отвечает за нейтрализацию токсинов, включая алкоголь в том числе, лекарства и любые другие стимуляторы, поступающие извне. Она также помогает выводить их из организма. Выработка желчи печенью. Желчь в организме человека необходима для переваривания жиров. Печень выделяет до 1,5 литра желчи в сутки. Желчь, в свою очередь, вызывает эмульгирование жиров. Кроме того, стероидные гормоны, в том числе из препаратов, попадают в желчь. Таким образом, желчь также выполняет детоксикационную функцию для организма. Выработка белка печенью. До 85% белка вырабатывается в печени. Все белки, присутствующие в плазме крови и необходимые для правильного процесса свертывания крови. Следующее – это сохранение витаминов, или хранение витаминов в печени. Печень содержит витамины А, В2, В3, В4, В12, D3 и К, а также железо. Преобразование белков и сахаров в жиры печенью. Выработка, хранение и выделение глюкозы печенью. То есть, немножечко подытожив, делаем выводы, что печень, как губка, поглощает и перерабатывает вещества, которые попадают в организм. Она выполняет важные функции детоксикации, метаболизма и синтеза белков. По аналогии с губкой, печень пропускает через себя все, что попадает в кровь, и выполняет роль фильтра организма. При каких же заболеваниях требуется диета для печени? Вы спросите. На состояние нашей с вами печени сильно влияет чрезмерное употребление алкоголя, а также инфицирование вирусом гепатита В или С, избыточный вес и ожирение, а также слишком большое количество сахара в рационе. Повреждение печени может также возникнуть в результате неправильного питания и нездоровой, то есть плохо сбалансированной диеты, а также приема лекарств. Наиболее часто диагностируемыми заболеваниями печени являются цирроз печени, рак печени, жировая дистрофия печени, гепатиты, токсическое поражение печени и многие другие. Заболевания печени могут вызывать различные симптомы, но наиболее тревожными являются желтуха, внезапная слабость тела, большая утомляемость, расстройство желудка, низкое кровяное давление, нарушение свертываемости крови. Одним из симптомов заболевания может быть также так называемая стеаторея, наличие избыточного жира в кале. Стул при этом маслянистый, мазевидный, трудносмывающийся, может быть объемистым, иметь бледный вид и может пахнуть особенно неприятно. Выраженность зависит от тяжести течения заболевания, ее вызвавшей. Каждый из вышеперечисленных симптомов должен быть показанием для обследования и консультации доктора. Ваш доктор может дать индивидуальные рекомендации
относительно ежедневного функционирования, физической активности и приема лекарств. Также важно подобрать индивидуальные рекомендации по питанию, которые могут различаться в зависимости от типа заболевания и его степени. Диагностика функций печени заключается, значит, в следующем. Она включает в себя несколько методов, в том числе это лабораторные анализы и инструментальные исследования. Лабораторные анализы, такие как печеночные пробы, мы говорили уже о них, да, когда мы говорили о заболеваниях печени, это АЛТ, аланинаминотрансфераза, АСТ, аспартатаминотрансфераза, ГГТ, гамма-глутамил-транспептидаза, билирубин. Они позволяют оценить функциональное состояние печени, выявить воспаление, повреждение гепатоцитов, это клеток печени, и определить наличие нарушений в выработке желчи. Инструментальные методы, такие как УЗИ, КТ, МРТ, используются для визуализации структуры печени и выявления патологических изменений. Поддержать функцию печени можно с помощью различных добавок, которые продаются в аптеках. Чаще всего это препараты для поддержания функции печени и пищеварения. Специальное лечение и диета применяются также в случае печеночной энцефалопатии, то есть опасного осложнения таких заболеваний, как цирроз или гепатит. При выявлении энцефалопатии пациенту назначают соответствующее лечение, соответствующие лекарства, а также могут быть рекомендованы кратковременные ограничения потребления белка. Не все осознают, какую большую работу выполняет печень каждый день. Она синтезирует белки организма из аминокислот, поступающих с пищей. Она преобразует токсичный аммиак в мочевину, синтезирует холестерин, желчные кислоты, фосфолипиды, липопротеины, вырабатывает и выделяет желчь, регулирует водно-электролитный баланс, а также сохраняет железо и некоторые витамины, включая А и Д. Это лишь часть ее функции, поэтому разумно заботиться о печени, даже когда она функционирует, а в случае заболевания следует быстро принимать меры для улучшения ее состояния. Здоровое питание и отказ от алкоголя значительно улучшает ее функционирование. Однако не существует единой универсальной диеты для печени, которая помогла бы при всех заболеваниях, и степень поражения органа у конкретного пациента также играет роль при выборе продуктов питания. Поэтому строгие рекомендации по питанию следует проконсультировать со специалистом. Важно отметить, что несоблюдение рекомендаций может привести к ухудшению проблем. Цель диеты для печени – поддержать ее функцию и компенсировать дефицит питательных веществ. Кроме того, такая диета в значительной степени исключает факторы, повреждающие и нагружающие печень. Важно также помнить, что не существует единых рекомендаций и диет для печени, подходящие для всех заболеваний. Это связано с тем, что подробные рекомендации относительно диеты для печени зависят от конкретного заболевания и степени поражения печени, еще раз повторюсь. Однако врач руководствуется некоторыми общими ключевыми принципами диеты для печени, которые одинаковы для всех. Соблюдение этих правил улучшает функцию печени, независимо от того, правильно ли работает орган или нет. Чтобы диета для печени была эффективной, она должна быть легкоусвояемой и содержать мало жиров, особенно животных, и простых сахаров. Она должна содержать большое количество легкоусвояемого белка. Составление диеты для печени требует индивидуального подхода к пациенту. Важно учитывать, что пациент ел до сих пор, каковы его личные привычки и имеются ли у него какие-либо заболевания. У людей с недоеданием важно, чтобы рацион содержал большое количество белка и энергии, тогда как у людей с избыточным весом это количество следует ограничить. При тяжелой печеночной недостаточности рекомендуется диета с низким содержанием жиров. Если у вас печеночная недостаточность,
лучшим решением будет диета с низким содержанием белков и жиров. Ее задача – ограничить выработку токсичных продуктов белкового обмена и защитить больную печень. В то же время эта форма диеты для печени должна по-прежнему обеспечивать достаточное количество калорий и питательных веществ. Белок должен составлять 75%, иметь животное происхождение, и это количество следует распределить на 3 приема пищи. Углеводы, в свою очередь, должны поступать в основном из зерновых продуктов на основе рафинированной муки. Все приготавливаемые блюда следует подвергать тепловой обработке. Не следует употреблять холодные блюда, а фрукты и овощи следует подвергать тепловой обработке, а затем измельчать или протирать в пюре. При различных заболеваниях печени, поджелудочной железы, также желчного пузыря и желчных протоков рекомендуется легкоусвояемая диета с ограниченным количеством жиров. Также такой тип печеночной диеты рекомендуется после хирургических вмешательств в брюшной полости и при различных заболеваниях печени, протекающих без развития тяжелой недостаточности. Эта диета характеризуется пониженным количеством клетчатки и 40-50 граммов жира в день. Такое ограничение жиров необходимо, когда проблема является застой желчи и прекращение ее выработки, а также нарушение секреции пищеварительных ферментов и обострение хронического гепатита. Что касается количества белка, то его количество остается в пределах нормы или принимается несколько больше нормы. Потребление белка в печеночной диете в основном и в этом же случае следует поддерживать где-то на уровне 1-1,2 грамма на килограмм массы тела, а минимальное количество при этом составляет 0,8 граммов на килограмм массы тела. Углеводы, с другой стороны, покрывают большую часть энергозатрат пациента, конечно же. Во время диеты следует соблюдать все рекомендации и не употреблять противопоказанные продукты. Хронические заболевания печени в период компенсации. Тут рекомендуется нормо-жировая диета с ограничением клетчатки. Если хроническое заболевание печени протекает без осложнений, рекомендуемая диета для печени во многом аналогична основной диете. Однако следует помнить, что рекомендации есть и по кулинарным приемам при заболевании печени, и избегать продуктов, которые вызывают проблемы с пищеварением. Ограничения, связанные с потреблением клетчатки, определяются индивидуальной переносимостью каждого пациента. Диета для печени направлена на восполнение и компенсацию дефицита питательных веществ, являющегося следствием заболевания, а также на восстановление поврежденной печени. Это значит, что в этом случае диета для печени должна содержать больше белка. Количество белка в диете для больных печенью должно составлять примерно 1-1,2 грамма на килограмм массы тела пациента. А если также имеет место недоедание, то это количество увеличивается до 1,6 граммов на килограмм массы тела. Большая часть белка должна поступать из животных источников. В свою очередь, диета для больных с хроническими заболеваниями печени должна содержать 1 грамм жира на каждый килограмм массы тела пациента. Нет необходимости потреблять большие количества. Углеводы, с другой стороны, восполняют потребности организма в энергии. Основным их источником должны быть злаки и различные продукты из них, в то время как сахар, фруктовые соки, там разные джемы, другие фруктовые продукты следует потреблять в гораздо меньших количествах. Диета для печени включает также фрукты. Сладкий вкус фруктов обусловлен содержащимися в них сахарами или углеводами. Следует помнить, что в их метаболизме участвует печень, а их избыток
преобразуется в печени в жирные кислоты. Большое количество сахара в рационе перегружает печень и заставляет ее накапливать жир в своих клетках. Это оказывает серьезное негативное влияние на ее работу. Фрукты также содержат большое количество фруктозы, то есть простого сахара, избыток которого превращается в триглицериды. Ограничение потребления фруктов может значительно снизить нагрузку на печень, поэтому фрукты являются ограниченным продуктом в диете для печени. Рекомендуется съедать около 1 порции фруктов в день. 1 порция фруктов, как правило, составляет примерно 100 граммов или 1 пригоршню. Это может быть 1 средний фрукт, например, яблоко или груша, или несколько более мелких фруктов, например, 2-3 сливы или абрикоса. И считается, что такое количество не оказывает отрицательного влияния на здоровье печени. А фрукт лучше всего есть сырым, но если организм плохо переносит его в таком виде, его можно сварить или запечь, а затем натереть на терке, чтобы удалить семена. Лучше избегать очень сладких фруктов, которые нагружают печень, в том числе груш, вишен, слив, черешни или винограда. Нужно учитывать и уже имеющиеся заболевания, к примеру, диабет. При сахарном диабете могут развиваться осложнения, связанные с нарушением функции печени. Часто это неалкогольная жировая печень. Да? Поэтому диабетикам следует регулярно проверять функцию печени, чтобы вовремя обнаружить любые отклонения и не повредить печень. К сожалению, рекомендации по диетам для печени и при диабете во многих отношениях являются взаимоисключающими. Проблема касается в первую очередь зерновых продуктов, а также овощей, орехов и семян. Поэтому если у пациента развивается диабет и одновременно возникают проблемы с печенью, ему необходимо кардинально изменить свой рацион питания. Необходимо найти золотую середину, которая позволит адаптировать диетические рекомендации к состоянию здоровья пациента. Другим аспектом будет выбор хорошо переносимых цельнозерновых продуктов и овощей, желательно сырых. Стоит выбирать продукты, приготовленные из неочищенного зерна, круп, грубого помола, коричневого риса и сырых овощей. Однако, если у пациента возникают проблемы с употреблением цельнозернового хлеба, он или она может выбрать хлеб из муки грубого помола. Также стоит помнить, что нельзя пережаривать блюда и продукты, так как это сильно влияет на повышение гликемического индекса, чего следует избегать при диабетической диете. Поэтому питание должно быть хорошо составлено, то есть, например, блюда, содержащиеся в себе рафинированные углеводы, должно быть дополнено хорошим источником белка и жира, чтобы глюкоза высвобождалась медленнее. Фрукты в диете для больных диабетом следует ограничивать 1 порцией. Кроме того, лучше всего выбирать легкоусвояемые фрукты, которые следует сочетать с продуктами, содержащимися белок, такими как йогурт, пахта, нежирный творог или кефир. В случае с диетой для больных сахарным диабетом, как всегда, необходим, конечно же, индивидуальный подход к потребностям конкретного пациента. Сегодня же эти люди могут рассчитывать на профессиональную помощь диетолога, что значительно облегчает приготовление пищи. Еще рекомендации в диете для печени – это основные симптомы, которые должны побудить нас изменить свой рацион, включают в себя плохое настроение, желтуху, эпилепсию, внезапную слабость тела, слишком быструю усталость, расстройство желудка, низкое кровяное давление, нарушение свертываемости крови. Хотя единственным симптомом, который, конечно же, по-видимому, напрямую связан с печеночной недостаточностью, является желтуха. Обнаружение любого из этих симптомов должно, по крайней мере, стать поводом для проведения детальных исследований с целью диагностики заболевания и назначения соответствующего лечения. Откажитесь от алкоголя.
Он может привести к опасной жировой дегенерации печени, циррозу и токсическим повреждениям. Пожалуйста, помните, что тяжелые заболевания печени связаны с риском смерти. Регулярное питание наибольшим связано с употреблением небольшими порциями, которые легко усваиваются, и физическая активность обязательно должна быть. Вот соблюдение этих рекомендаций поможет вам поддерживать здоровый вес в том числе. Это важно, поскольку избыточная масса тела может привести к неалкогольной жировой болезни печени и в долгосрочной перспективе к циррозу. Сбалансированное потребление жиров в рационе. Пища должна быть свежей и теплой, не слишком горячей, не слишком холодной. Старайтесь готовить пищу на пару или воде без жира. Вы можете запекать ее в алюминиевой фольге или под крышкой. Избегайте острой пищи. Полезны, например, мелисса, майоран, ваниль, лимонный сок. Хотите, чтобы блюдо загустело? Используйте муку с обезжиренным молоком, водой или йогуртом. Уменьшите количество соли в пище. Рекомендуется до 5-6 грамм, не больше соли. Готовьте еду непосредственно перед подачей на стол. Избегайте повторного разогрева пищи. Важно, не все диеты полезны и безопасны для нашего организма. Перед началом любой диеты рекомендуется проконсультироваться с доктором, даже если у вас нет никаких проблем с вашим здоровьем. Выбирая диету, никогда не следуйте современным тенденциям. Помните, что некоторые диеты, в том числе бедные отдельными питательными веществами или резко ограничивающие калории, а также монодиеты могут быть разрушительными для организма, могут нести риск возникновения расстройств пищевого поведения, а также могут вызывать повышение аппетита, способствуя быстрому возврату к прежнему весу. В случае имеющегося заболевания печени приведенные выше советы наиболее актуальны. Однако точные рекомендации должен давать доктор или диетолог после анализа индивидуального случая. Есть ряд продуктов, потребление которых иногда необходимо ограничивать. К ним относятся продукты с высоким содержанием белка. Это сокращение рекомендуется при заболеваниях, связанных с печеночной недостаточностью, так как при их течении снижается толерантность к белку и повышается уровень аммиака в крови. Однако в рационе следует увеличить содержание углеводов, которые должны стать основным источником калорий. Количество жира зависит от индивидуальной переносимости жира. Еще одним важным шагом при некоторых заболеваниях является уменьшение количества потребляемой соли, как я уже говорила, так как она способствует задержке жидкости в организме. В закусках, мясном ассорти и сырах содержится много соли, поэтому лучше употреблять их в особых случаях. Печень также может пострадать от острой пищи, а также овощей и фруктов, вызывающих метеоризм, вздутие живота. Да? Например, таких как капусты, бобовых, лука, слив, груш, если их потреблять в избыточном количестве. Иногда с согласия доктора стоит принимать витаминные добавки, чтобы избежать дефицита, например, витаминов группы В. Существуют также заболевания печени, при которых необходимо ограничивать потребление некоторых элементов, таких как железо при гемохроматозе, гепатите С или медь при болезни Вильсона-Коновалова. Поэтому индивидуальные диеты для печени могут выглядеть по-разному в случае заболеваний. Но у них есть, еще раз подчеркиваю, общее преимущество. Они эффективны в борьбе за возвращение здоровья. Хотите, чтобы ваша печень работала хорошо? Избегайте этих продуктов. Жирные сорта мяса. Это свинина, баранина, гусь, утка. Жирные молочные продукты. Жирные сыры, сметана, жирное молоко. Жареные, копченые и консервированные продукты. Острые закуски. Они также не всегда играют в пользу. Крепкий чай, кофе, алкогольные напитки особенно
негативно влияют на печень. Сдобный хлеб, выпечка с кремами, изделия из слоеного теста. Также старайтесь избегать этих продуктов. Шпинат, лук, редис, редька, клюква, щавель, петрушка, укроп, крест-салат, кондитерские изделия, торты, крем, мороженое, шоколад, растительные жиры, подсолнечное, кукурузное, даже оливковое масло не употребляйте в больших количествах. Среди продуктов, благотворно влияющих на печень, которые рекомендованы для потребления, стоит отметить фруктовый чай, зерновой кофе, кто любит кофе, да, пюре, соки, травяной чай, сухари, дрожжевой или пшеничный хлеб, черствый, рис, макароны, особенно с твердых сортов пшеницы, ячневая крупа, переваренная или крупы кукурузная, манная, постное мясное ассорти в виде вырезки птицы и быстрого приготовления, мясо в виде телятины, кролика, птицы или говядины, рыба, но не жирная, форель, язык, минтай, треска, хек, щука, камбала, линь, окунь, судак, плотва, овощи и фрукты, огурцы, помидоры, сладкий перец, морковка, свекла, сельдерей, зелень, абрикосы, яблоки, брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, груши цитрусовые. Молочные продукты, кефир, йогурт, творог нежирный, свежие пресные сыры, обезжиренные, такие продукты, как творог, я уже сказала, молоко до 2% жирности, яйца в виде варенья или омлета, хлеб и крупы, ржаной, пшеничный, подсохший, каши, рисовая, овсяная, гречневая, манная крупа, но ее нужно тоже в ограниченном количестве употреблять. Растительные масла тоже употребляйте в ограниченном количестве все, включая оливковое и льняное. Другие продукты, бобовые, орехи, семена, авокадо, оливки. Можно привести пример ежедневного меню, которое можно использовать при диете для печени. Например, завтрак – овсянка с молоком, да, можно добавить немножко корицы. Второй завтрак – творог с помидором и базиликом. Обед – котлетка из телятины и творог. Десерт – апельсиновое желе, например. Ужин – баклажаны, фаршированные мясом с нежирных сортов. Второй пример – завтрак – пшеничный хлеб с творожной пастой и овощами, лист салата, зерновой кофе. Второй завтрак – натуральный йогурт, печеное яблочко. Обед – нежирное мясо птицы, запеченное без кожи. Можно использовать курицу или индейку. Пшено, вареная свекла, томатный суп, на овощном бульоне, яблочный компот. Десерт – фруктовое желе. Ужин – ризотто с рисом и овощами, травяной чай. Или следующее – завтрак – манная каша с молоком, пшеничный хлеб с фруктовым пюре. Второй завтрак – круассан с маслом, джемом и творогом. Свежевыжатый морковный сок. Обед – перловый суп, картофельное пюре, вареная тыква, компот. Десерт – овощной и фруктовый коктейль с молоком. На ужин можно пшенично-ржаной хлеб с маслом, нежирный сыр, помидор, салат, чай. Диета при заболеваниях печени должна быть сбалансированной и включать продукты, богатые белками, витаминами и полезными жирами, а также исключать вредные продукты, которые могут усугубить состояние уже пораженной печени. Дополнительные рекомендации – это нужно питаться 3-4 раза в день, избегая перекусов между основными приемами пищи. Питьевой режим 1,5-2 литра воды в сутки, как правило, используется не меньше. Нужно ограничивать добавленный сахар и насыщенные жиры. Нужно увеличить употребление омега-3 жирных кислот в рационе. Отдавать нужно предпочтение свежеприготовленным блюдам. Также нужно придерживаться диеты номер 5, стол номер 5 по Певзнеру. И увеличивать физическую нагрузку не менее 150 минут в неделю. При циррозе печени дробное питание, 3 основных приема пищи, плюс 3 перекуса, контроль водного баланса, умеренная физическая активность,
А при нарушении обмена меди, то есть при болезни Вильсона-Коновалова, необходимо исключить продукты, богатые медью, конечно же, в первую очередь. Ну и при других заболеваниях также нужен индивидуальный подход. А я очень надеюсь, что информация была полезна для вас. Возникли вопросы, пишите в комментариях. Я всем желаю быть здоровыми. Берегите себя и свою печень. До новых встреч!